Первое, на что обращают внимание сразу, да, это прогресс за эти 2,5 месяца. Динамика роста. Те, кто показывают максимальный рост, да, и видно, что они не остановятся и есть куда расти, то, соответственно, и больше преимущества. Да. Плюс, естественно, показатели в игре. Была одна смешная история, когда мы разбирали после матчевый анализ, разбирали игровые моменты. И, как правило, там мы разбираем очень детально все аспекты, и там очень важно слушать внимательно. И в конечном итоге, когда мы закончили этот послематчевый разбор, увидели, что Пока просто спит на пуфике, лежит, и я там даже толкал его, будил, он не вставал. В конечном итоге нам удалось его сделали селфи с ним, я, Миран. Мы его разбудили, он встал, как шокированный, что происходит, и так далее. И в конце он сказал, типа, что он не понимает, как это случилось, потому что он не помнит, как он вырубился, то есть не знаю, как это случилось. Ну, возможно, он переживал много. Изначально мне не понравилось то, что я буду вставать в 7 утра, поскольку для меня это было очень тяжело. Я на протяжении 3-4 лет сидел за компом и ложился очень поздно и вставал супер тоже рано, и тяжело было перейти на здоровый образ жизни. Вначале тоже не очень нравилась йога, кроссфит, но со временем я понял, что все то, что нам дали, так сказать, условия, в которых мы будем жить, это пойдет во благо. И, соответственно, после какого-то времени я уже стабилизировался и понял, что это идет только в плюс. Мне все понравилось, было сложно, с дисциплиной было сложно, с режимом, с едой, но я справился и дошел до конца. Самый сложный момент — это, наверное, начало самое, когда надо было привыкнуть к режиму, к ведению дневников. Вот это было самое сложное, то есть дисциплина. Вот, через неделю там пронеслась мысль перед сном, зачем мне это надо, может быть, бросить, а потом сразу резко переключился, то есть я из зоны комфорта вернулся, и все было в порядке, поэтому это, наверное, самый тяжелый был период. На самом деле, такого спектра эмоций я в жизни еще не испытывал. За эти 2,5 месяца я получил очень много знаний, очень много инструментов для решения различных проблем. Насчет того, что понравилось, да понравилось практически все. Именно таких жестких минусов я вообще не заметил. То есть это режим, это ведение дневников, это новые какие-то правила для себя, новые установки, новые принципы. Вот, поэтому все круто, я доволен. Пока есть несколько моментов. Ну, первое, на что я сразу обращал его внимание и останавливал, он очень азартен. Он вот любит риск, вот пройти по краю и так далее. А в игре это не самый лучший вариант. Все-таки соревновательные игры в этом плане требуют больше дисциплины, да, то есть у него с дисциплиной так себе. Пока, как мне кажется, очень круто понимает игру. У него вот сильная сторона — понимания игры. То есть в ситуации, когда происходит на карте размен, он отлично понимает макроситуацию, он расставляет модельки соперников по карте в своей голове и видит радар, информацию тема это слушает, и он понимает полностью, что происходит на карте, он принимает решение. И, как правило, он анализирует ситуацию довольно-таки правильно и делает очень эффективные решения, мувы. У меня поднялось понимание игры. В целом мне другое какое-то мировоззрение к игре, что ли, появилось. По-другому начал к ней относиться, более какая-то структурная игра, что ли, появилась у меня. В игровом плане ему в этом плане посложнее, потому что в момент, когда он просит кого-то и кто-то не делает, да, игнорирует его просьбу, он начинает замыкаться в себе. И вот этот момент, скажем так, он может поймать негатив, да, и сразу же опять результат. В этом плане он тоже достаточно, может просаживаться именно из-за нестабильного состояния. При том, что сейчас он, конечно, на голову выше того, что было, вот. Но работать еще есть чем. Что хуже всего получилось, это, наверное, какая-то эмоциональная сдержанность. Типа, иногда бывает, что я сильно нервничаю или выпускаю эмоции в свет. И это очень негативно сказывается на игре в целом, как команды, так и моей. Артисту нужно, само собой, подкачать скилл, и понимание игры у него отличное, как я и говорил. Вот. То есть ему нужно просто, наверное, где-то добавить дисциплины внутри игры.
потому что часто бывает, когда у него есть игровое преимущество, он его очень быстро теряет. Я думал, на самом деле это будет как немножко медиапроект какой-то, то есть просто поснимают, там, поберут интервьюшки, раскрутят и все. А на самом деле мы очень много работали, очень много играли, и это было супер круто. Сосредоточен, ориентирован на внешнее внимание. Да. И он хочет получать это внимание от окружающих. И вот в этих моментах он, бывает, просаживается. В игре он не очень стабилен. Да. И сможет ли он показать устойчивый рост? Скорее всего, да, но для этого им понадобится время. Если не возьму, то, скорее всего, из-за нестабильной игры. Нам давали всегда разные роли, давали 3-4 дня на привыкание, и мне не хватало этого. То есть, да, я выпадал для себя, то есть не справлялся с задачей, я прямо не понимал, что от меня требуется на этой роли. Вот, смотрел кучу демок, но это не всегда помогало. Поэтому, скорее всего, только из-за нестабильности. Слава и Пока, которые классно себя проявляли. Они где-то даже были лучше во многих по всему кемпу. Там дисциплина, ну все, что мы делали как бы. Но, к сожалению, некоторые игровые моменты, ну, нам не дали, как сказать, возможности их добавить в состав. Поря, Даниил, мне кажется, он не сам сильно хотел пройти. Как бы у него есть прикольные скиллы, мы его арендовали в Гамбит, но мне кажется, что это чуть не его проект был. Ему там не все нравилось. Он себя неплохо показал в игре, он довольно-таки скилловый парень. То есть это его, наверное, была сильная сторона и самое главное. Единственное, что у него были часто некоторые проблемы с взаимодействием с игроками на кемпе и в жизни, и в игре. Он тоже не самый тимплейный игрок. С ребятами было уживаться очень сложно. Я переселялся из одной комнаты в другую, потому что я ни с кем не мог найти общий язык. Потому что мне сложно коммуницировать с незнакомыми людьми. Ну, я думаю, в будущем это исправлю. Даниил хороший парень, я думаю, что мы вот говорили, ему надо просто поработать над собой минимально, что игровые моменты у него хорошие, но, к сожалению, работа именно на кемпе не дала ему возможность пройти. Поэтому, ну скажу так, где-то мы сомневаемся, но все же я считаю, что мы сделали правильный выбор. Пока есть такая маленькая у него проблема, то что он не до конца понимает, зачем он играет в КС. То есть он хочет этого, но если он поставит себе цель стать лучшим в мире и будет к этой цели идти, он будет прогрессировать в разы быстрее. Возможно, мы где-то ошиблись, но я уверен, что с тем, чему ему научили, я надеюсь, им что-то понравилось, они чему-то все-таки научились, оно им поможет в будущем, как правильно готовиться, принимать решения, ну и так далее. Поэтому на самом деле очень грустно, что но мы не можем, к сожалению, взять всех. Сейчас я очень мотивирован, и по приезду домой я создам команду друзей и буду с ними пробиваться, помогать им, и они мне. Изначально я хочу поделиться знаниями, как правильно говорить инфу, как не нужно засорять эфир. Ну и с этого мы начнем. Я попытаюсь найти себе команду, я не буду останавливаться на этом, я не буду себя, как сказать, грызть, что ли. Мне не будет грызть совесть, вот, за то, что я сделал что-то не то, я буду продвигаться вперед, я не буду останавливаться на этом, это 100%. Наоборот, мне даже кажется, что у меня больше мотивации появится работать над собой и захочу больше прогрессировать. Дисциплина решает. Я хотел бы сначала сказать спасибо большое Андрею, нашему психологу. Это просто супер, это замечательный человек. Каждое утро, когда я вставал и шел на зарядку, он встречал меня с улыбкой на лице. У меня такого давно не было, потому что в семье меня не так. У меня сестра немножко грустная с утра все время. Вот. А Андрей прям изменил это во мне. Я прям просыпался и улыбался. Вот. Это было супер круто. Спасибо большое Блейду. Мы очень много
узнали от него. Он дал очень много нам советов, как разыгрывать большинство, меньшинство, как лучше действовать в той или иной ситуации. Также спасибо большое Амирану, то, что терпел нас все это время, потому что я сам понимаю, как обращаться с детьми, это супер сложно. Иногда здесь такое было, что реально держать себя в руках было достаточно тяжело. Вот. Ну и ребята, большое спасибо, что верили в меня, ну, я имею в виду фанатов, спасибо за поддержку, за то, что голосовали меня, вот, поэтому я всех люблю.